Всем привет, дорогие друзья! С вами на связи Михаил. Сегодня я хотел бы с вами поговорить насчет прекраснейшего самочувствия. Это любовь. Представляете? Это такое прекрасное явление, которое каждый из нас выбирает, ощущать его каждый день или нет. Понимаете? Это наш индивидуальный выбор. Вся жизнь соткана из любви. Это один большой пучок любви. Любовью пронизано все. В первую очередь я делюсь своим индивидуальным опытом. Это мое индивидуальное переживание. Это мой индивидуальный мир, как я воспринимаю мир. И я этим ощущением делюсь с вами. Тот, кто может это воспринимать. Тот, у кого нет комплексов. Понимаете? Любовь произнести — это не так уж и просто. Особенно для мужчин, представляете? Мужчины закомплексованы сами в себе. Что я не исключаю, было во мне тоже. Когда я был по молодости, еще в школе учился, в студии я потом учился. И вот эти комплексы только через время я смог преодолеть в своем индивидуальном мире. Комплексы, недопонимание и неразумное восприятие жизни. Все это закрывает наш индивидуальный мир от любви. Любовью пронизан весь мир. И это говорю, потому что я это ощущаю. Да, это ощущение, оно не присуще постоянно. Но если оно будет присуще постоянно, это круто, поверьте. Это очень, очень, очень круто. Ты ее можешь видеть везде. В каждом человеке. В каждом, без исключения. Даже в убийце ты эту видишь любовь. Не то, что ты хочешь ее видеть. Ты ее видишь. Ты понимаешь, что из этой любви соткано все. Мироздание. Это, знаете, как вот сказать, когда ты поднимаешься, не буду себя возвышать сильно высоко. Я так могу вот так вам передать. Поднимаясь на высокий этаж, например, в Сингапуре, когда я поднимался на такая лодка, знаете, известный, там какой-то 50 или 60 какой-то этаж, Сингапур у меня был на ладони. Я видел его, я ощущал, я понимаю, что я могу это видеть. С этой высоты ты можешь ощущать, что да, действительно, он такой здоровый, он большой, как на ладони. Но вы не можете этот вид увидеть, когда вы находитесь на земле. Вот когда я спускался на лифту вниз, я его не видел. Да, я понимал, что это возможно. Когда ты поднимаешься выше, это возможно, увидеть все на ладони. Но когда ты находишься внизу, ты видишь красивые здания, ты можешь представить, что это существует. Но для этого тебе надо подняться вверх, чтобы это все увидеть. Так и любовь. Она пронизана всем и всем мирозданием. Недаром все мудрецы и люди, которые связаны с духовностью, они все переживали это ощущение. Скажу вам по секрету, все. Иначе, если человек не переживал это ощущение, он бы, так сказать, к Богу. Бог — это и есть любовь. Он бы не пошел. Каждый человек, который пережил это ощущение любви, вездесущий. Что касается меня, когда я пережил это впервые, любви и осознания, я сразу начал открывать книги. Я просто изменился. Я начал книги читать одну за другой. Я не понял, что со мной произошло. Я не понял, почему мой мир изменился, что в нем изменилось. Я и пиво пивал, и курил, и в разный образ жизни вел довольно-таки не святой. Но смысл в чем? Когда я ощутил это ощущение, я резко начал открывать духовные книги, познания, мирознания, нумерологии, хиромантии, все, что касается эзотерических и духовных знаний. Я стал взахлеб читать.
Потому что я не понял, что со мной произошло. Это было явление, ну скажу другим языком, это круче, чем оргазм, это круче, чем любое. Даже, это знаете, вот как вот ты влюбляешься в девушку или девушка в мужчину, ну не знаю, как девушки влюбляются, но я знаю, что, как я могу сказать, как я мужчина, например, влюблялся в девушку, и влюбляюсь, и могу влюбиться. То есть я всегда открытый к этому ощущению, я не закрываюсь. Любить можно всех. Когда я прочувствовал это ощущение, я понял, что любовь в каждом человеке. Мужчина, женщина. Не в том дело, что ты должен какие-то сексуальные отношения. Нет, они состоят из любви. Это можно ощущение ощущать. И видеть, что этой любовью пронизано все. Абсолютно все мироздание. Каждый человек в этой любви. Только в его праве. Это знаете, как сеть, которая пропитана всем. Это океан. Вот вода везде. Она все заходит в каждую. Так и любовь. Божественная любовь. Люди называют ее божественной любовью. Блаженством. Божественная любовь. Когда человек входит в это состояние самое лучшее, что я индивидуально испытывал за этот период жизни на планете Земля. Ни трава, ни алкоголь, ни даже секс, ни какие-либо отношения не идет в сравнению с этим. Потому я и начал резко после этого читать. Изучать, что со мной произошло. Произошло то, чего я никогда не ожидал. Оно проснулось. И после того начало мое сознание меняться, трансформироваться. По мере опыта, то-то, отказа там от сигарет, отказ потом от алкоголя произошел. В итоге отказ даже от мяса произошел. Это вообще парадокс. От рыбы. Но я не исключаю, что я могу рыбу там в будущем, может быть, есть, но пока не ем. То есть эти трансформации, я заметил, что я когда туда иду, я прихожу потом, я дольше могу в этом состоянии находиться. Оно приходит ко мне, оно потом уже не уходит. Но тогда я почувствовал это в первый раз. И свысока я понимаю, что легко говорить. Что вот когда ты видишь, стоишь высоко, ты говоришь, вон там дом, то туда не иди. Когда если человек будет дорогу искать, свысока видно, куда человек, если он от точки А к точке Б надо прийти. Ты можешь ему кричать, вот иди туда, туда правильно, туда неправильно, вот там заверни, то-то, то-то. Но человек, который идет внизу, он не может видеть свысока, ему нелегко идти по жизни. Почему я так говорю? Если человек возвысится сам в себе, я вот подчеркиваю, сам в себе, он возвысится в своей любви, в своем состоянии внутреннем. Если он это сможет сделать, тогда он становится счастливым. И он видит свой путь, куда ему идти, куда ему то-то делать, что ему делать, в сложных ситуациях как поступать, как реагировать. Он это чувствовать начинает. И честно скажу, такое ощущение, что ты просто в этом потоке идешь. Да, ты не можешь в нем пребывать каждый день, потому что ситуации разные бывают. Ну, в него можно возвращаться. Понимаете, он отошел, ты в него потом, так, все, тяжелую ситуацию начинаем преодолевать. Так-то, там травмы, неважно, вот в каждого индивидуальная ситуация. Нет работы, найти работу, ты веришь, ты идешь, ты борешься, ты трудишься, ты добиваешься. При этом не мешая другим людям и не осуждая их. У каждого свой индивидуальный путь. Это важный, знаете, это инструкция, ее важно понимать. Когда человек усваивает, он начинает это на практике. Опять же, практику эту включить в жизнь. Мне понадобилось, вот честно скажу, все началось, давно начал читать. Но такая большая трансформация со мной начала происходить, когда я бросил алкоголь. Так как 8-9 лет назад. Завершил с алкоголем. 9 лет назад уже. Почти. И только тогда эта любовь начала входить, потому что энергия меняется, вот понимаете? Все очень просто. Изменяется ваша внутренняя энергия, вы начинаете ощущать то, что вы не ощущали. Тут не то, что алкоголь там плохой, нет. Просто если вы его употребляете, вы не сможете ощущать другое. Вот и все. Очень просто.
Это одна энергия, любовь – это другая. Но вернемся к любви. Когда ты пребываешь в этом самочувствии, в этом миропонимании, все становится очень довольно-таки понятно. И эта любовь, она съедает изнутри. Ты видишь каждого человека, ты видишь ребенка, он для тебя красивый, прекраснейший. Ты видишь мужчину, он тоже прекраснейший. Если даже я мужчина, я могу другого видеть мужчину прекраснейшим. Но это никак не связано с сексуальными отношениями. Ты просто уже видишь эту любовь. Какой бы он поступок ни совершал, ты видишь через него божественную любовь. Она есть в нем. Не в том дело, что ты придумаешь, ты это просто видишь и ощущаешь. Даже тот человек еще не ощущает того, что в нем есть. Вот в чем самый секрет, вот это, знаете, как у Пушкина в сказке, там, найти, перейти, сломать то, перейти то. Это вот, можно сказать, прийти к этой любви, к этому пониманию, к этому восприятию. Да, когда человек до этого доходит, жизнь становится гораздо проще. Потому что свысока, поверьте, легче наблюдать за жизнью. Когда ты уже все принял. Ты принял войны, ты принял, кто уходит, приходит, кто рождается. Ты просто доверился жизни, ты живешь в этом потоке жизни любви. Это разные вещи. Ты не игнорируешь, ты не радуешься тому, что люди там погибают, умирают, рождаются. Это процесс. Я понимаю, что я тоже уйду. Понимаете? И не знаю, когда, может быть, завтра даже. Я этого не знаю. Но у меня нет страха. У меня есть полное принятие, понимание этой любви. Божественной. Я вижу, что она в каждом. Только сможет ли это каждый раскрыть ее сам в себе? Сможет ли он по дороге добраться с точки А к точке Б к своему счастью, внутреннему? Понимаете? Это важно понять, что это ваш внутренний мир. Мне уже хорошо, я могу честно сказать. Мне хорошо. И в таком, и в переносном, в любом смысле. Я к плохому никогда не стремился, даже с детства. Но когда пребываешь в этом состоянии любви, ощущения этой жизни, кайфа, ты понимаешь, почему это все происходит, почему происходят те или иные ситуации с другим. Потому что жизнь иногда один не хочет, но она его заставляет сделать то-то. Он не хочет учиться, жизнь заставляет сделать. Если каждый из вас будет трудолюбив, опять же, труд очень важная вещь в жизни. Необходимо трудиться каждому. И этому надо приучать с детства. Изучайте себя. Изучайте, кто вы такой. Какие у вас сильные стороны, какие слабые. Над чем надо поработать. Комплексы, понимаете? И когда пребываешь в этом самочувствии любви, ты наполнен счастьем и благодарностью к миру. Понимаете? Ко всем людям. У тебя нет зависти, у тебя нет осуждения, у тебя полное принятие жизни. Не потому, что я придумал себе, что это правильно. Человек, который прочувствовал эту любовь, которая пронизана все, он это понимает, что это естественно и разумно так жить. Не потому, что он хочет, не потому, что он хочет какую-то паству себе забрать, каких-то учеников. Нет. Все, о чем я говорю, это только один путь. Это прийти к любви, чтобы вы каждый смогли найти ее в себе. И эта любовь не та, которая к мужу. Это любовь не та, которая к ребенку. Это не та любовь, которая к маме. Это не та любовь, которая к друзьям. Это любовь глубже. Она сильнее, мощнее. И потому, чтобы к ней прийти, надо потрудиться каждому. Если он этого желает. Понимаете? Почему мудрые говорили люди, даже Иисус, когда говорил, он говорил, любовь это в вас есть, Бог в каждом из вас. Он видел эту любовь, Он ее чувствовал, Он ее дарил. Об этом говорили все мудрецы, без исключения, как на ладони. Они видели каждого, сильные и слабые стороны. Они говорили, делай то, и ты придешь к этой любви, причем в себе придешь. И только тогда ты станешь счастливый, только тогда. Многие могут сказать, да, проходят какие-то сложные ситуации, опять же, войны, то-то, то-то. Но поймите, это жизнь, вы должны учиться, вы должны проходить эти испытания. Как прохожу их я. У каждого индивидуально. Ваша жизнь также приводит вас к этим испытаниям, потому что
Время вам понять какие-то определенные вещи, которые у каждого из вас индивидуальные. И я таким людям желаю искренне, чтобы они прошли разумно свои нелегкие испытания. Почему я желаю? Я говорю желаю им. Я не могу никого взять на руки и избавить его от тех или иных дел, понимаете? Этот процесс идет. Фильм идет. Режиссер, мотор, все запустилось. Все работает, все живое. И все зависит, на каким вы разумным способом пройдете сейчас испытание, такое у вас будет будущее. Понимаете? От настоящего и от прошлого зависит ваше настоящее, где вы, что вы делаете и как вы живете. От настоящего зависит ваше будущее. Что вы будете делать сейчас, то вы пожнете потом. Соответственно, почему я призываю, пытаюсь передать те или иные навыки, которые я осознал сам в себе. Благодаря книгам, благодаря учению и работе над собой. Над собой, опять же, не над кем-то, только над собой. Чтобы каждый из вас смог запалить эту любовь в себе. Когда вы сможете зажечь этот свет в своих душах, тогда вы поймете очень многое. Причем вы это поймете не на моих словах, вы поймете сами в своей душе. Тогда вы эту любовь увидите во мне и во всех других людях. Без осуждения. Это, знаете, когда вы выходите из фильма и полностью насладились. Если это ужасы, вы сильно боялись, а вы пережили все эти ощущения. Вы были в комедийном фильме, вы пережили комедию, вы счастливы. Понимаете? Если вы идете на ужасы, чтобы расстроиться и печалиться, не надо на ужасы ходить. Лично я ужасы фильмы свои никогда не смотрел. Мне они не интересны. Поймите, мне ужасы в фильмах, в рассказах не интересны. Я на это не то, что не обещаю, мне оно не интересно. Это не то, что я этого не хочу или мне это не надо. Мне это не интересно. Я фильмы никогда эти не смотрел ужасно. Я только смотрю комедии редко. Ну и какой-то экшен. Потому что это выплески энергии, это радость, это счастье. Я хочу пожелать вам всем любви, чтобы вы все смогли и у вас получилось раскрыть вашу индивидуальную любовь в себе. Потому что она есть, она в вас. Я это не придумаю, я говорю от своего ощущения. И если вы сможете это понять, прочувствовать, мы будем счастливы только вместе. Вы тогда сможете чувствовать меня. Это очень просто, кстати. Очень легко чувствовать человека, который уже смог раскрыть любовь в себе. Это на вибрационном уровне. Человек становится счастлив, он светится. Всем прекрасного настроения, любите и уважайте друг друга. Миру мир.